Вот техотдел компании Milano собрал такой стенд. Как сказать, ну, проверяет все. Форсунки, редуктор, производимость редуктора. Ну, в принципе, универсально, сюда может нам что-то рассказать. Из чего он состоит обычно? Крепление редуктора, куда мы устанавливаем редуктор какой-либо, который нам нужно проверить. Давление от редуктора до планки форсунок у нас показывается на манометре, мы можем отслеживать провал давления в редукторе. Форсунки любые мы можем сюда подключить, на данном этапе у нас стоит форсунки Torelli Rapida, вот дюзы от них, то есть можно проверить с дюзами, без дюз, при каком, то есть в любых режимах можно протестировать редуктор, форсунки. Стоит подогреватель, мы сымитировали, у нас есть здесь контур подогрева, то есть все как бы в режиме, как сказать, ну, приближенному к оригиналу, как на автомобиле. То есть подогревается редуктор, подается у нас газ с баллона. То есть все делаем так, как на автомобиле, для того, чтобы мы могли видеть точно, как редуктор реагирует на все изменения. Да, ну и самое основное управление — это эмулятор, который создали также наши техники, который мы подаем сигнал на форсунки через блок управления газовый, ну, естественно, Torelli. Мы подаем разные режимы. Как он работает, мы покажем вам дальше на видео. Вы можете наблюдать, как работает наш редуктор Torelli, какие у него провалы, есть ли просадки, как он реагирует на резкие сбросы, на поднятие давления. Все это можете увидеть. В общем, мы проверили наш редуктор Torelli Tauro Super на нашем стенде при разном времени раскрытия форсунок, при разной нагрузке, при разном давлении, с выкрученными дюзами. Дали полную нагрузку на редуктор, то есть выкрутили дюзы, подали максимальное время раскрытия на форсунки, подали газ, подогрели, и давление у нас не просело больше, чем на 1,2. То есть 1,2 давление держал редуктор в любом случае. Это то, что уже любая электроника справится, скорректирует подачу топлива. В общем, редуктор себя показал достойно, до 230 лошадиных сил, он себя будет чувствовать отлично на любом автомобиле. Следующее видео, я думаю, мы посвятим сравнению редукторов разных производителей, как и что они показывают.